Алина сидела перед зеркалом в белом платье, разглядывая свое отражение. Глаза покраснели от слез, руки дрожали. Сегодняшний день должен был быть самым счастливым в ее жизни, так говорили родители, так шептались гости, так требовало общество. Но для нее этот день был концом свободы. Ее выдавали замуж за человека, который был старше ее отца. «Ты будешь жить как королева», — твердила мать, поправляя подол ее платья. Отец молча курил в углу, даже не пытаясь скрыть довольную ухмылку. Они продали ее, обменяли на деньги, дома, драгоценности. Когда началась церемония, Алина едва могла стоять. Она шла к алтарю, цепляясь за чужую руку, а по ее щекам текли слезы. Жених, Виктор Сергеевич, шагал рядом. Высокий, седой, с выражением, похожим на сожаление в глазах. Она не слушала слова священника, не видела улыбающиеся лица гостей. Все казалось кошмаром, из которого она не могла выбраться. А потом кольца, поцелуй, аплодисменты. Все кончено. Она официально стала его женой. Когда их оставили наедине в роскошном номере отеля, Алина вжалась в стену, сдерживая слезы. Ее руки дрожали, сердце стучало так, что, казалось, его было слышно. Виктор Сергеевич тяжело вздохнул и сел напротив нее. «Садись», — спокойно сказал он. Алина не двигалась. «Ты боишься меня?» Она кивнула. Мужчина опустил голову, будто размышляя, а затем неожиданно сказал: «Ты можешь уйти». Алина не сразу поняла, что он имеет в виду. «Как это уйти?» — переспросила она, голос ее дрожал. «Вот так, просто взять вещи и уехать». «Но, родители, это не семья», — резко перебил он. «Они продали тебя как товар. Ты им не нужна, кроме как средства обогащения». Алина молчала. «Я не тот, за кого меня принимают. Да, я богат, но мне не нужна молодая жена, которая будет презирать меня всю жизнь. Я согласился на этот брак только потому, что видел, в какой тюрьме ты живешь. Я хотел дать тебе шанс выбраться». Он достал из кармана банковскую карту и положил перед ней. «Здесь достаточно денег, чтобы начать новую жизнь. Найди себе место, где ты будешь счастлива. Но куда мне? Куда угодно, только не назад. Обещай мне, что не вернешься к ним». Она смотрела на него с растерянностью, но в глазах уже не было страха. Через час она уже сидела в такси, держась за билет в другой город. Она не знала, что ее ждет впереди, но одно было ясно: ее жизнь только начиналась. И впервые за долгие годы она была свободна. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.